Приветствую всех. Это первая в этом году моя вылазка на Волгу на резиновой лодке. Сегодня 11 число. 11 июля. И я в местечке, которое называется Адмиралтейская Слобода. Я здесь вышел. Я здесь рыбачу обычно зимой. Дует сильный ветер, наверное, будет плохо слышно. Я просто сейчас хотел продемонстрировать один момент относительно моего усовершенствования тележки. Сейчас время где-то около 10, но я так думаю, час уйдет на разбор. В течение часа буду собирать лодку. Вот. Ну и потом выплыву. Это вот остров Каменный, здесь вот маленький островок, а там Брюсово. Ну вот я зимой ходил, там выходил, потом до этого островка шел, и потом рыбачил вот за этим островком, за Брюсово, и потом ходил вот близко около острова Каменный. Я взял карту глубин, сегодня попытаюсь порыбачить, половить судака. Взял мороженую тюльку, ну посмотрим, будет клевать или нет. Пойду на глубины. Ну, в основном буду около острова Каменный крутиться. Хотел продемонстрировать некоторые усовершенствования. Я вообще сегодня так предполагаю, что последний день, когда я использую эту тележку, не знаю, куда от ветра спрятаться, потому что я заказал новую тележку, грузовую. Вот, грузовую тележку заказал. Поэтому с этой тележкой я, наверное, в последний раз. Единственное, что я сейчас сделал усовершенствование, как вы помните, у меня ручка была вот здесь. То есть я купил алюминиевые трубки и разрезал тележку. Вот она, вот тут вот была ручка. Я ее просто отрезал, отпилил и алюминиевые трубки добавил слева, справа и вот эту поперечную. То есть у меня она стала выше, а ручка была вот здесь. Было неудобно возить. Вот такое усовершенствование. Но, повторюсь, заказал грузовую, потому что узкие колеса и через переход, а это все вместе весит килограмм 30, лодка, да, доски, пайолы. Тяжело, а колеса узкие, на пандус не помещаются, приходится ее вручную перетаскивать, поэтому заказал грузовую. Так что следующее видео с рыбалки будет с грузовой тележкой. Это вот последний раз, я так думаю, когда я использую вот эту вот простенькую тележку. Ну ничего, она и выдерживает, по асфальту едет. Так, ну все, буду разбирать. И туда вот начну с острова Каменный. Так, ну я на лодке. Якорь уже. А якорь я поднял. Дрейфую. Пока дрейфую, потом поплыву. Движение, конечно, тут жесть. Вон, слышите, как орут. Мимо меня байдарочники проплыли. Баржи вон, сухогрузы тянут. Вот это что, у меня поклевка была, нет? Не, вряд ли. Орут. Такой шум, конечно. Нет, это не поклевка. Видите, как будто клюет. Хотя фиг знает, надо поднять, посмотреть. Надо поднять, посмотреть. Может, там рыба сидит. Я, значит, тогда эту на одну тюльку насадил. Вторая у меня с этими. Я взял. Ну, вот такие вот. Силиконовые. На моторках, все на моторках.
Отвык я от летней рыбалки. На лодке немножко некомфортно, конечно, рыбачить, потому что вот эта вот качка постоянная меня уже начала укачивать. Может быть, на берег сходить куда-нибудь. Ветер еще. 12 часов время. Я сейчас не знаю, определюсь. У меня как бы мысль была и... О, как нагреваются баллоны. У меня мысль была к камышам пойти, покидать на щуку. Либо на глубину встать на судака. Я даже пока не знаю, что делать. Еще глубину-то надо найти. Слушайте, мне надо назад плыть. Меня все относит. Поплыву я, наверное, сейчас назад. Ты меня сейчас так унесет совсем. В общем, пока плаваю, солнце жарит. Но пока снимать нечего. Как рыба попадется, если она вообще попадется, я включусь. Надо вот сейчас туда назад поплыть. А там, по-моему, никого нет. Потому что меня сильно несет, я так скажу. Меня так несет верхний услон. Пойду глубину найду. Я пока не мог найти глубину. Вот на 6 метров нашел. На 6 метрах постоял, ничего нет. Надо метров хотя бы 12 найти. Кинуть якорь и там постоять на глубине. Либо к камышам плыть, спиннинг кидать на щуку. Фиг его знает, чем заниматься. Ладно. Поплыву сейчас назад, потому что меня не уносит туда вот, в открытое море, так сказать. Так, ну, продолжаю плавать, смотреть разные места. Скажу, что нифига не клюет. Небольшой островок, где я всегда останавливаюсь. Ну, мимо когда хожу. Здесь движение, конечно, офигеть. Надо на остров Судачи плыть здесь, потому что движение. На этом островке там остановились. 2 палатки стоят. Островок-то махонький. Ну, мужик там, семья. Я подошел, спросил насчет рыбы. По нулям. Рыбачат и тут. И рыбацкие лодки останавливаются. 5 минут стоят и уплывают. Нету рыбы. Я здесь остановился. Вот эти вот камыши сейчас прокидаю. Повесил этот маленький. Маленький силикон, здесь глубина 2 метра всего. Постоянно эти волны. Опять кто-то едет.
камыши, где ни волн, ничего, но там мелко. Или там постоять в самих камышах. Такая мысль была. Но это, наверное, после обеда я поеду. Хотя уже после обеда. Я все-таки больше склоняюсь на глубине судака поймать. Мне кажется, около берега, на мели, щуку искать что-то маловероятно. А на глубине, потому что тут вон эти ходят лодки, шум. А на глубине судак может быть. Поэтому, наверное, сейчас я тут прокидаю и на глубину поплыву, снова встану. Я вот там стоял на 10, нет, даже больше. Что-то 14 метров. Ну и поклевок нет. Заплыл в лагуну. Здесь глубина 2 метра. Ну, опустил и балансир с тюлькой. И спиннинг кидаю. Здесь, оказывается, лагуна. Зимой-то здесь не пройти. А сейчас вот я посмотрел. Хотел на остров Каменный, ну, где домик, да? Ну, там кто-то уже обосновался, он музыка вовсю играет. Ни одной поклевки. Такая вот лагуна. Вот отсюда я заплыл. Зимой тут никак. Тут все сугробы. На каждом втором катере музыка играет. Без музыки не могут. Ну, утка плавает. Думал, здесь вот в этой вот, ну, заводь, лагуна. Рыба даже не плещется, вот что удивительно. Ну, понятно, день, может быть, вечером тут что-то. Вон там еще тоже утка плавает. По нулям. Не знаю, поеду я сюда еще или нет. Около Судачева я там летом-то я хоть одного маленького поднял. Но опять-таки все с глубины, все на глубину надо. Я посмотрел по смартфону 16 метров. Я не могу найти эти 16 метров. Между маленьким островком и вот островом Каменным. Сейчас пойду плавать, опускать. Зимой-то я там находил это место. А сейчас летом вроде бы в то же самое место приплываю, нету. Щупаю. 7-4. Сейчас пойду снова. Как будет метров 12. Остановлюсь. Покушать надо. Я еще взял этих опарышей, думаю, ловить мелкую рыбу. Ну, до них так и не дошло дело, до опарышей. Либо спиннинг кидаю, силикон. И этот опускаю, балансир с тюлькой. До опарышей все не дошло дело. И прикорм взял. Ну, не знаю, сейчас если глубину найду, забью кормушку прикормом. Может быть, опущу опарыш. Утка. У меня просто 2 удочки только, поэтому на одной это балансир, а второй кидаю, ну, закидываю спиннинг силикон. Поэтому если я на вторую кормушку прикреплю, наверное, прикреплю кормушку, мне покушать надо. Не знаю, но мне кажется, надо на глубину идти. Нету рыбы. Ладно,
Пойду искать глубину и на глубине постою еще с полчаса. Дождался я, что уедут с этого островка. Высадился на островок. Хоть в туалет сходить. Но вижу, уже байдарочники снова сюда плывут. Остров пользуется популярностью. Сюда все время кто-то причаливает. У байдарочников особенно он. Вот это качели, на которых я качался зимой. Давайте посмотрим, что изменилось. Я последний раз здесь был в январе. Ну, понятно, что тут все было под снегом. Но самое главное, смотрите, что здесь изменилось. Кстати, вот это вот штуковины. Кофейный барон. Слушайте, эти штуковины бы я взял. На лодку крепить. Две штуки возьму. Ну, байдарчики сюда плывут, я же говорил. Надо уплывать. Здесь сломали. Помните, я зимой здесь снимал видео в январе? Вот в этой вот части. Но здесь ничего не сломали. А вот здесь сломали. Помните, я здесь был когда? Здесь же стоял, тут тахта стояла, здесь столик стоял, лавка, стол большой, тахта, лавка. Даже шкафы стояли. Ну, у меня видео есть. В январе этого года я здесь зимой был. Смотрите, как все раздолбали. Вот такие варвары. Я не знаю. Следующей зимой тут, если восстановят, хорошо, если не восстановят, вот так вот все будет раздолбано. Так, ну ладно, байдарочники причаливают. Пойду глубины поищу. Добрый день. Что-то все байдарочники с открытым верхом. Вы же все сгорите. Я вам уже третий говорю. Да? Никто не закрывается. Нашел глубину в 10 метров. Вот буквально чуть-чуть я отплыл. Здесь 10. Должно быть и 16. На яхте подплыли к островку. Хотели, наверное, высадиться. А байдарочники не дают. Те две байдарки уплыли. Вон там еще одна плывет байдарка. И вторая байдарка плывет. Вон теперь на этой яхте уплывают. Место популярное. Ну, сюда все байдарочники плывут. Кстати, откуда они плывут? Ну, они далеко плывут. Они плывут. Вот там на берегу вроде проката байдарки нет. Где они берут прокат байдарки? Далеко. Ветер опять подул. Короче, они выплывают на яхте. На берег им осуждено.
Вон следующая партия. 2 байдарки. Ну, они там отдыхают на островке, и потом снова назад плывут. Можно за ними проследить, куда они плывут. Но далеко плывут. Так, на 10 метрах опустил опять-таки балансир. Сейчас не знаю, покидать, не покидать этот. Нет, наверное, не буду кидать спиннинг. А кормушку забью. Кашу взял. И прикорм. На 10 здесь метрах опущу кормушку. Да и постою с полчаса. Ну, не знаю, уже некуда больше идти. Нету рыбы, не клюет. Не клюет. Ну, еще, может, часа 2 поплаваю, да. Пойду на берег. Полежу на берегу. Так, ну что же, время 5 часов. Я уже собрался домой. Можно было еще посидеть. Солнышко высоко. До 7 можно было сидеть. Но я уже что-то притомился. Ни одной поклевки. Я уже и на парыша опускал с прикормом, сидел. Я сейчас здесь сижу 10 метров. Вот там чуть поближе к острову сидел, где-то было 15 метров. Я нашел эту яму. Там полчаса сидел. Но сейчас уплыл, здесь вот уже Нет, здесь уже час, наверное, сижу. Ну, где-то полчаса где-то сижу. На 10, 11 это метров. Вон опять байдарочники плывут на островок. Поклевок нет. Ни на что. Ни на тюльку, ни на балансир. Вот здесь у меня этот спиннингом кидал. Силикон, ничего, пусто. А парыш опускал там на окуня, на бель. По нулям. Нету рыбы. Поплыву на берег. В принципе, говорю, можно было еще рыбачить, но нету. Нету. Катера ходят, теплоходы, баржи. На скутерах много ездит. Ну, в общем, буду заканчивать это видео. Поплыву, час буду собирать лодку. Ну, там еще покупаюсь, поплаваю. Ближе к 7 всяко домой выйду. Нету рыбы здесь. Я в следующий раз поеду, наверное, все-таки к острову Судачи. Там движение не такое сильное. Здесь прям что-то как-то чересчур. Ну, оно так и было прошлым летом, то же самое. Я просто проверил вот это место. Я же прошлым летом плавал чуть-чуть в другом месте первый раз, когда приплыл. Здесь не был. Ну и вот этот домик хотел посмотреть, как он летом выглядит. Так, ну все, наверное. Загружаюсь. Ну, имею в виду, поднимаю снасти и на берег. Может, чуть позже, когда уже пойду домой к остановке, сниму заключительное видео. А так все, уже прощаюсь. Ну, где-то, не знаю, недельку, через недельку где-нибудь. Мне должна прийти новая тележка. Где-то дней через 5. Грузовая. На ней будет попроще. Ну, ее тоже надо там будет до ума доводить, доделывать. Вот. И где-то через недельку, дней через 10, может, на остров Судачи поеду. Там попробую снова рыбачить. Ну, традиционно это видео загружу в Ютубе на своем канале, ВКонтакте, в Яндекс.Дзене. И, конечно, фотоотчет подготовлю, выложу его на свой сайт fotosukanagir.ru. Тоже там будут фотографии, отчет сегодняшний рыбалки. Рыбалка, она такая,
провел время, потому что в рыбалку какая-то странная. Хотя у меня типа все, где-то через недельку, через 10 дней